Привет, меня зовут Анатолий Ака Парцефаль, и это новый подкаст «Вокруг Средиземья», который будет посвящен медленному чтению работ Толкина и размышлению над ними. Я надеюсь, что он будет интересен всем тем, кто, как и я, зачарован миром, созданным Толкином, и хотят узнать его получше. Может быть, вы фанат одной из экранизаций Толкина? Может быть, инверсии его работ побудили вас обратиться к первоисточникам? А может быть, вы читали его произведения много раз, но никогда не задумывались о более глубоких уровнях их понимания. В этом подкасте я хотел бы начать глава за главой чтение основных произведений Толкина: «Хоббит», «Властелин колец» и «Сильмариллион». А может быть, если вы посчитаете интересным, и других книг, посвященных Средиземью. Время от времени, я думаю, у нас будут и специальные эпизоды, посвященные отдельным темам о творчестве и жизни Толкина. Читать работы Толкина можно по-разному. Например, в хронологическом порядке истории Средиземья. В таком случае нужно будет начать с эльфийского сборника легенд Сильмариллион, который ведет повествование с самого начала мира. Но, хотя у этого способа есть свои преимущества, лично мне хотелось бы взглянуть на работы Толкина глазами его первых читателей, которые познакомились с миром Средиземья, начиная с «Хоббита», потом окунулись во «Властелин колец» и только затем получили доступ к Сильмариллиону. Одним из преимуществ такого подхода является эффект глубины, возникающий у читателя, когда кто-нибудь из персонажей упоминает о каком-то легендарном герое или событии, но только вкратце. И у нас создается впечатление, что у этого мира, в который мы погрузились, есть своя насыщенная история, которую мы не знаем, и поэтому этот мир обладает для нас особенной притягательностью. Нас завораживает эта неизвестность и ощущение реальности мира, прописанного до деталей. Этот выпуск подкаста у нас вступительный, поэтому я хотел бы немножко поговорить о моей истории взаимоотношений с Толкином. Первый раз книга Толкина оказалась в моих руках в 10 лет, когда я был в начальной школе, и один из моих друзей подарил мне, не «Хоббита», как вы могли подумать, а «Повесть о кольце» авторства Д.Р.Р. Толкина. Это было спрессованное в один том издание «Властелина колец» в переводе или, скорее, пересказе Зинаиды Бабыри. Возможно, в одном из наших специальных эпизодов мы поговорим подробнее о истории русских переводов Толкина. Но пока что замечу, что это был не только перевод сокращенный, но и с некоторыми добавлениями переводчика-пересказчика. Тут бы следовало сказать, что даже в таком экзотическом виде эта книга привлекла меня, но я этого делать не буду. И скажу честно, что я поблагодарил своего друга за подарок и поставил его на полку. Подарок, а не другу, конечно. Прости меня, Витя. Не знаю почему, но эту «Повесть о кольце» я взял только в 13 лет. И вот тут началось. Я читал о странствиях Фродо и Сэма под песню Стинга «Fields of Gold», и, наверное, до сих пор эта мелодия, за исключением официальных саундтреков, остается для меня главным лейтмотивом к «Властелину колец». Но то, что в ней поется немного о другом, меня в мои 13 лет не особо смущало, так как о чем конкретно в ней поется, я понимал очень смутно. Прости меня, Стинг. В следующий раз я перечитал этот пересказ уже в старших классах и снова испытал щемящее чувство тоски почему-то далекому и прекрасному. В то время я уже заметил на книжных развалах трехтомник «Властелина колец» и путем сложных умозаключений отождествил его с моей маленькой книгой, но, к сожалению, финансовое положение тогда не позволило мне попросить родителей купить полную версию. Этот трехтомник я, между прочим, купил, но несколькими годами позже, когда я учился в университете на факультете английской филологии. Этот факт важен потому, что под бдительным оком моего научного руководителя я писал курсовые о разных английских авторах, которые были мне интересны, но не настолько, как Толкин. Поэтому однажды, набравшись смелости, я подошел к моему руководителю и попросил разрешения не тратить свое драгоценное время на его любимых авторов, а переключиться на уважаемый в академических кругах жанр фэнтези. Он честно ответил, что давным-давно, конечно, читал на ночь своим детям «Хоббита», но в написании сначала курсовой, а потом и диплома мне, наверное, помочь не сможет, за исключением разве что теоретической части. Я сказал, что это меня полностью устраивает, и с остальным разберусь сам. Простите меня, Борис Михайлович. В свое оправдание скажу, что после отличной защиты диплома он признал, что творчество Толкина действительно оказалось гораздо глубже, чем он предполагал. Миссия внедрения идей нашего писателя в академические круги, хотя бы и в пределах отдельно взятой кафедры, была выполнена. Кстати, примерно к тому же периоду относится мое увлечение созданными Толкином эльфийскими языками,
Квенья и Синдарин. Я даже начинал изучать Квенью, язык высоких эльфов, потому что нашел в интернете самоучителя этого языка, но, к сожалению, не продвинулся очень далеко в этом направлении. Но во мне до сих пор живет надежда, что когда-нибудь в Duolingo добавят хотя бы один из этих языков. Через пару лет после написания диплома я начал изучать философию и религиоведение в другом вузе, и, погрузившись в дивный и новый для меня мир, я постепенно стал реже и реже читать Толкина. А когда вышла новая книга «Дети Фурина» под редакцией его сына Кристофера, я по привычке начал ее читать, но вскоре, к своему удивлению, отложил на полку и забросил. Подумал я. Видимо, толкиновский период моей жизни незаметно подошел к концу. Простите меня, профессор, я вас никогда не забуду. Однако, видимо, тому, кто однажды вступил в область волшебной страны, или, как Толкин называет ее, страны Фейри, очень сложно заглушить ее ростки в своем сердце. Сколько бы много философских трактатов он не прочел. И думаю, то, что вы сейчас слышите мой голос в этом подкасте, подскажет вам, как все закончилось в моем случае. Хотя, почему закончилось? Все только начинается, в том числе и наш подкаст. Хотелось бы отметить с самого начала, что он будет в основном посвящен не фильмам, а книгам, литературным первоисточникам. Хотя я и являюсь любителем киноадаптации произведения Средиземья, я решил поступить так, потому что я сам так много раз смотрел «Властелина колец», что однажды заметил, что гораздо лучше помню многие моменты, так как они изображены в кинотрилогии, а о некоторых эпизодах из книги, не вошедших в фильмы, я и вообще забыл. Придя от этого в ужас и перечитав книгу, я обнаружил с удивлением, сколько много я потерял, сосредоточившись на кино. Я нисколько не хочу принизить заслуги Питера Джексона или обвинить его в искажении замысла Толкина. Понятно, что кино как искусство имеет свои выразительные средства, свой язык повествования, и многие изменения в фильмах, хотя и не все, были вынужденными. Я уже не говорю о хронометраже. Тем не менее, своим подкастом мне хотелось бы немного сбалансировать наше представление о мире Средиземья. И если кто-нибудь из любителей Толкина тоже заново откроет для себя его книги, я буду полагать свою задачу выполненной. На этом я заканчиваю вступительный выпуск подкаста о Толкине и его творчестве, который я вел пока что из реального мира. В следующий раз мы встретимся уже в стране Фейри, волшебной стране, куда мы переместимся для того, чтобы лучше понять и почувствовать мир Толкина. Свои мысли, пожелания и вопросы вы можете прислать на адрес email info@tolkien.blog. Я буду рад получить их. Ваня Сулия. Попутного ветра.